Глава 536. Зверь пустоты. Когда его голос упал, пространственная энергия пришла снова. Чутянь отчетливо чувствовал, как из пустоты вылетает коготь. На самом деле этот коготь был еще очень далеко от Чутяня. Никто не мог связать его с опасностью, но Чутянь мог ясно почувствовать это. В тот момент, когда появился коготь, возник поток пространственной энергии. У этого когтя не было никаких атакующих сил. Но он может создать пространственные атаки. Чутянь быстро увернулся, когда в воздухе появилось несколько пространственных искажений. Гигантская гора разделилась на части без звука. Срезы были очень гладкими, и весь процесс прошел без звука. Это было похоже на то, что разбит был не несравненно твердый кристалл, наполненный мощной энергией, скорее это было как перо или лист бумаги. Так близко, если бы он был на полсекунды медленнее, Чутянь был бы разорван на части. Эта атака была не прямой атакой, а атакой на пространственном уровне. Это было очень остро и мощно. По этой информации он мог сказать, что зверь, скрывающийся в трещине, был редким космическим зверем. Была ли врожденная пространственная энергия редкой, врожденные пространственные звери были еще реже, Чутянь даже не успел подумать, поскольку снова появилось сильное чувство опасности. Эта атака была еще одной мощной пространственной атакой. Когда Чутянь успешно увернулся от нее, позади него возникла пространственная рябь, словно большие камни, брошенные в озеро. Большие трещины появились в пространстве. Куда бы ни шли трещины, пространство разрывалось на части. Перед пространственной энергией само пространство было очень слабым. Хотя он мог видеть атаки, он не мог определить, кем была другая сторона. Если догадки Чутяня не ошиблись, у этого зверодемона был способ прятаться в космосе. Это было очень осторожно, даже разведывательная техника высокого уровня не смогла бы найти его, потому что его вообще не было в этом пространстве. Если он продолжил бы так бороться, у него не было бы никаких шансов на победу. К счастью, внутри пространственной трещины не было мощных пространственных колебаний. Чутянь мог высвободить свое божественное чувство, едва способный отследить, откуда нападал этот парень. Независимо от того, насколько хороша была другая сторона, в момент, когда они атаковали, они должны были раскрыться, поэтому Чутянь использовал это, чтобы уклониться от атак. Этот демонический зверь был не просто сильным, он также имел много атак. Он может 100 раз потерпеть неудачу, но если ему удастся один раз, Чутяню будет достаточно, чтобы умереть. Чутянь знал об этом и немедленно выпустил 18 божественных слуг со свитком. 18 божественных слуг атаковали таинственного зверя. Гар. Этот демонический зверь издал низкий рев и снова атаковал когтями. Непобедимые тела двух божественных слуг были мгновенно разрезаны на куски, как тофу, и отправлены в полет. Чутянь мгновенно зафиксировал положение зверодемона. У него были еще другие божественные слуги, атакующие зверодемона. Этот демонический зверь снова послал нескольких божественных слуг в полет с диким сердитым ревом. Чутянь проследил за следами его атак и уменьшил область, в которой мог находиться демонический зверь. Оставшиеся божественные слуги были покрыты пламенем мира пустоты, внезапно бросаясь туда, где он скрывался. Как может быть достаточно только пламени пустоты, пространственный зверь убежал в пустоту, и он не сгорит, даже если они приблизятся. Белые глаза Чутяня были заполнены пространственными колебаниями, и в то же время пространственные колебания появились в центре блокады божественного слуги, создавая слабые очертания. Это стало целью божественных слуг, и они напали прямо на это. Пен, они также остановились в то же время. Как будто они врезались в стену, которую не было видно. Гигантский демонический зверь взмахнул хвостом, и божественные слуги были отправлены в полет. Чутяню нужна была возможность. Чутянь вмешался в пространство, чтобы остановить зверодемона, и когда зверь-демон послал божественных слуг в полет, его тело в основном показалось. Обычные совершенствующиеся не могли атаковать в таких условиях, но это не было проблемой для Чутяня. Бесформенный меч. Чутянь собрал духовную энергию, чтобы выпустить 2 бесформенных меча, против которых не могли устоять даже самые сильные защитные способности, преодолев невидимый барьер. Ужасающая энергия проникла в пространственный барьер, а оставшаяся сила приземлилась на демонического зверя. Демонический зверь мгновенно испустил жалкий вопль, когда крупные куски кристаллов и плоти вылетели. Это на самом деле не убило его, 2 бесформенных меча поразили свою цель, но они не достигли смертельной точки, поэтому демонический зверь не умер. Только несмотря на тяжелые травмы, он снова манипулировал пространством, изменяя выражение лица Чутяня. В этот раз Чутянь смог навредить ему, потому что он полагался на 18 божественных слуг, чтобы отвлечь его. Этот ход не может быть использован во второй раз, демонического зверя больше не обмануть с его интеллектом, не говоря уже о том, что божественные слуги уже получили серьезные ранения. Им нужно было немного времени, чтобы прийти в себя, несмотря на их бессмертную силу, и Чутянь сконцентрировал всю свою духовную энергию, чтобы выпустить эти 2 бесформенных меча.
Поэтому, как только демонический зверь снова войдет в другое место, у Чутяня не будет шансов на победу. Гар. В этот критический момент маленькая лиса выпрыгнула и превратилась в демонического лиса высотой в несколько метров. За ним раскачивались 4 толстых и больших хвоста, и он был наполнен древней и таинственной аурой, похожей на монарха, смотрящего на мир. Его демонические зеленые глаза сверкали странным свечением. Маленькая лиса уже вырастила 4 хвоста, и казалось, что ее навыки значительно возросли. Таинственный демонический зверь, который собирался слиться с космосом, был принудительно остановлен. Чутянь никогда не думал, что маленькая лиса достигнет такого уровня. Даже если этот демонический зверь не был демоническим зверем 4-го уровня, он все еще был пиковым демоническим зверем 3-го уровня, его опасность была выше, чем у демонических зверей 4-го уровня. Этот могущественный демонический зверь на самом деле был заморожен маленькой лисой. Могли он упустить этот шанс, Чутянь проглотил пилюлю истинного духа, чтобы восстановить свою духовную энергию, прежде чем выпустить еще один бесформенный меч. На этот раз сила прямо вошла в плоть монстра и разрезала его голову пополам. У таинственного демонического зверя не было времени понять, что случилось, прежде чем его убили. Он никогда не думал, что так легко убить такого опасного демона, на этот раз маленькая лиса имела заслуги. Если бы он не использовал свои демонические приемы, чтобы заморозить демона в критический момент, у Чутяня не было бы возможности победить так гладко. Что это за вещь? Тело этого демонического зверя было прозрачным, как кристалл, и оно было покрыто изысканными чешуйками, каждая из которых представлял собой высококачественный пространственный материал. Чутянь чувствовал, что, если он очистит эти чешуйки, он сможет сделать доспехи высокого качества. Кроме этого, когти, клык и плоть этого демонического зверя считались редкими материалами. Кажется, это внутреннее ядро демона-зверя. Чутянь достал круглую вещь. Хотя Чутянь не знал, как зовут этого демона-зверя, Чутянь мог распознать кристалл демонического зверя и то, что называлось внутренним ядром демона-зверя. Демонические звери и демоны, звери — это не одно и то же. У демонических зверей были фиксированные популяции и методы размножения, а демоны-звери происходили из постоянной эволюции. Даже кусок травы, бревно или даже маленький зверь могут стать демоном-зверем. Демоны-звери были намного сильнее демонов, и маленькая лиса также могла считаться демоном-зверем. Кристалл демонического зверя был кристаллизацией их силы, точно так же, как резервуар, способный хранить воду, которую можно было использовать в любое время. Внутренним ядром демона зверя была сущность совершенствования демона-зверя. Эта сущность была не просто источником их энергии, но сущностью самого демона-зверя. Это было то, что люди могли непосредственно поглощать. Демон-зверь был уже очень редок. Не говоря уже о пространственном демоне-звере, внутреннее ядро демона-зверя быстро исчезнет после смерти, и Чутянь не хотел тратить это драгоценное демоническое ядро, поэтому он быстро сел на гигантский пик и начал поглощать энергию источника внутри демонического ядра. Из знания внутри демонического ядра Чутянь узнал, что этот демон-зверь назывался зверем пустоты. Зверь пустоты не был рожден, это был естественный демон-зверь, созданный в заданной среде. Зверь пустоты мог свободно исчезать в космосе и есть пространственные кристаллы. Взрослый зверь пустоты был как минимум на 4-м уровне, а тот, кого встретил Чутянь, еще не был взрослым. Внутреннее ядро зверя пустоты было драгоценным предметом. Он не только содержал жизненную сущность зверя пустоты, но также включал древние воспоминания зверя пустоты. Чутянь поглотил внутреннее ядро зверя пустоты, которое не только значительно увеличило его совершенствование, но также усилило его пространственную энергию и пространственные способности. Через несколько дней все пространство дрожало. Чутянь прорвался к 5-му слою истинного духа, и его достижения в бесформенном мече и побеге пустоты значительно возросли. Поскольку Чутянь убил зверя пустоты, его сила увеличилась в несколько раз. Это действительно хорошее место. Чутянь огляделся. Самым ценным было то, что местоположение чудесного города все еще можно было почувствовать здесь. Если бы здесь была построена транспортная башня, оно стало бы естественным убежищем. Пространственные искажения на пространственной трещине были слишком сильными. Даже пик 9-го уровня экспертов истинного духа не смог бы пробиться сквозь пространственную трещину. Что это значит? Это означало, что даже если приближалась большая армия, они не могли атаковать. Независимо от того, сколько их было или насколько они сильны, если бы комитет чудотворной торговли охранял вход в подпространство, угроз не было бы. Он грубо оценил объем пространства. Пространство было несколько километров в ширину и длину. Он не рассчитывал глубину, но она должна была составлять около 100 километров, поэтому в этом месте можно было бы построить город, который мог бы принять 1 000 000 человек, но город не мог быть создан сразу. Так как Чутянь занял это место, он не спешил. Сначала он покинул пространство с большим трудом,
и когда появился Чутянь, его окружили демоны-бабочки и крылатые демоны. Что вы хотите сообщить? Это плохо, великий лидер, город тьмы уже отправил людей в казармы тирана. Если мы не сможем решить этот кризис, казармы тирана не смогут быть спасены. Это так? То, что придет, в конце концов. Пойдемте посмотрим. Чутянь был слишком заметен в последнее время. Было бы странно, если бы эта наглая кража территории не привлекла бы внимание города тьмы. Теперь, когда они пришли, Чутяню повезло. Глава 537. Суккуб. Чутянь бросился в казармы тирана и был ошеломлен увиденным. «Не двигайся». Несколько десятков тысяч солдат города тьмы были плотно собраны перед ним, каждый из которых держал лук. Острие стрел были направлены на Чутяня. Блин, даже если бы Чутянь знал, что город тьмы отправит немало людей, он никогда бы не подумал, что их будет так много, казармы тирана должны были быть заполнены паникой. У демонов и темных рас не было никакого понятия о лояльности, поэтому, если город тьмы использовал полную силу, чтобы напасть на мятежника, даже если они и связались с Чутянем, они скрыли количество другой страны. Они хотели, чтобы Чутянь попал в ловушку, тогда им не нужно было бы выбирать, сражаться или нет. Черт, ситуация была серьезнее, чем он думал. Армия города тьмы была такой большой, и если обе стороны сразятся, шансов на победу не было. Чутянь был отправлен солдатами города тьмы в казармы тирана. Он прошел через бесчисленное количество элитных воинов темной расы, прежде чем, наконец, увидеть их лидера. Ты новый лидер казарм тирана. Демон высотой около 2 метров с большими крыльями на спине и длинными рогами на голове в настоящее время уставился на Чутяня своими фиолетовыми глазами. Ты не кто-то из чистилищного мира, и все же ты на самом деле осмелился действовать так неуправляемо. Демоны тьмы. Они были крупнейшим кланом демонов высокого ранга и были наиболее распространенными демонами. Они пришли из мира бездны и развились в мире чистилища по определенным причинам. Они были самой сильной силой в чистилищном мире и самой большой расой демонов. Чутянь был очень спокоен, когда встретился с этим темным демоном с улыбкой. Не нервничай, разве имеет значение, кто отвечает за казармы тирана? Если я буду контролировать казармы тирана, я уверен, что они будут иметь большую ценность для города тьмы. Город тьмы не может допустить, чтобы парень, который не следует правилам, существовал. Не говоря уже о том, что у тебя неизвестное происхождение. Мы даже подозреваем, что ты иностранный шпион. Темный демон внезапно встал и закричал: «Свяжите его и верните в город тьмы для наказания». 10 экспертов собирались сделать свой ход. Стоп. Разве нужно не просто отправиться в город тьмы? Чутянь поднял руку. «Я могу идти сам, вам не нужно ничего делать, но у меня есть условия. Прежде чем я вернусь, никому не разрешается двигаться против казарм тирана». Темный демон холодно посмотрел на него. «Ты чувствуешь, что у тебя есть квалификация, чтобы ставить условия?» Чутянь прищурился на другой стороне, и его божественное чувство упало на темного демона, заставляя разум темного демона дрожать. Он чувствовал, что хотя совершенствование Чутяня не было таким сильным, если они захотят приблизиться к нему, это будет нелегко сделать. Возможно, у этой иностранной расы не было возможности избежать такой большой блокады, но если бы он попытался сражаться, было бы немало жертв. Поскольку главной причиной приезда сюда было возвращение этого человека, было бы лучше, если бы было меньше проблем. Нас не интересует, кто отвечает за казармы тирана. Поехали. Чутянь был таким послушным на этот раз не потому, что его личность изменилась, а скорее потому, что Чутянь знал в своем сердце, что, хотя он может победить разношерстную команду из 1000 демонов, он определенно не сможет сражаться с настоящей армией чистилищного мира. Чутяню было легко сбежать, но как только он это сделает, казармы тиранов падут в беспорядок. Разве все, что он делал за последние несколько дней, не будет бесполезным? Так как это было так, было бы лучше проверить свою удачу в городе тьмы. Чутянь верил, что с его красноречием и способностями он все еще сможет дать себе цену. Возможно, он мог бы даже покорить город тьмы. Если он не мог сразиться с ними, он мог бы также пойти с ними. Город тьмы находился всего в 200 милях от казарм тирана. Весь город был построен внутри темного вулкана, который был вулканом, созданным некой темной энергией. Вполне возможно, что некоторые темные материалы внутри вулкана сделали лаву очень странно фиолетово-черного цвета. Хотя это был очень активный вулкан, темная элементальная энергия поглощала энергию вулкана, благодаря чему вулкан не извергался. Эта фиолетово-черная лава не казалась горячей, но на самом деле энергия была выше, чем у обычной магмы. Создатели города тьмы фактически использовали этот живой вулкан в качестве защитного городского барьера для города тьмы. Скорее всего, демоны не знали, как позаботиться о Чутяня,
поэтому после того, как Чутянь был заключен в тюрьму на несколько часов, его отправили в плавучий дворец демонов на фиолетовой черной лаве. Иди. Демоны были злой и артистической группой. Чутянь очень интересовался этим залом, наполненным чистилищным стилем. Его взгляд упал на главный зал и увидел, что трон городского лорда пуст. Казалось, что городской лорд не пришел. Чутянь не заботился об этом, его глаза были привлечены человеком в положении вице-лорда. Это был демон, который был похож на людей. На голове у нее были серебряные волосы, 2 маленьких рога демона на голове, белоснежная кожа и ярко-красные губы, а также глаза, наполненные очарованием. На ней не было много одежды, большая часть ее груди была раскрыта, а пара треугольных шорт почти не могла вместить в этот обильный зад. Ее длинные ноги занимали более 2/3 ее тела, на них были надеты кожаные сапоги. В настоящее время она сидела небрежно в положении, которое было очень подразнивающим. Суккуб — редкий вариант демона высокого уровня. Человек. Голос, который мог очаровать душу человека, донесся сверху. Хотя это был очень нормальный голос, он мог заставить сердце любого живого существа пропустить удар, как будто что-то тянуло его. Человек с поверхности почему-то появился в чистилищном мире. Наконец-то появился кто-то, кто знал о людях. Это спасло Чутяня от неприятностей. Это было потому, что любой с небольшим количеством мозгов знал, что люди не любят чистилище. Это место заполнено вулканами, демонами, темными расами, злыми существами и покрыто серой. Более того, люди оставались настолько чистыми, насколько это было возможно, поэтому они не интересовались чистилищем. Чутянь сказал: «Я исследователь. Поскольку я получил древнюю карту в чистилище, я приехал сюда, чтобы исследовать, так что вам не нужно опасаться меня». Карту. Суккуб показала улыбку, которая была полна очарования. Она высунула кроваво-красный язык, который скользнул по ее губам. «Ты должен знать, что я сняла кожу с последнего человека, который солгал мне, и жарила его темным пламенем в течение нескольких дней, прежде чем он, наконец, умер». Чутяня был настойчив. Независимо от того, верит это мисс или нет, я исследователь, который любит путешествовать, у меня нет никаких других личностей, и я не представляю никакой угрозы городу тьмы. У меня есть много технологий, о которых вы даже не можете и подумать, если мы будем работать вместе. Еще до того, как он закончил. Тело Чутяня слегка задрожало. Это было похоже на то, как мощная энергия была выпущена из красных глаз суккуба, которые мгновенно охватили лицо Чутяня. Чутянь мог сказать, что это была очень сильная техника контроля божественного чувства. Суккуб не достигла царства области видения, но благодаря врожденному таланту ее расы она могла контролировать врагов даже сильнее, чем она. Чутянь не знал, насколько сильным был этот суккуб, но она была не меньше, чем вершина царства истинного духа, иначе как она могла стать вице-лордом чистилищного города? Как только этот шарм был выпущен, никто в царстве истинного духа не мог устоять, независимо от того, кем была другая страна, пока они попадали под методы суккуба, они будут полностью контролироваться суккубом. Они будут готовы пройти сквозь море клинков и пламени, что насчет просто правды, на этот раз суккуб была разочарована. Эта безошибочная техника контроля лишь слегка ошеломила его. Лицо суккуба слегка изменилось. Она изменила свое сидячее положение и показала серьезное выражение. В это время раздался голос снаружи. «Мэй Цзи, остановись!» Вошел молодой темный эльф. Чутянь был немного ошеломлен, когда увидел этого темного эльфа, он никогда не думал, что этот парень действительно пришел сюда. Этим темным эльфом был никто иной, как тот, кого Чутянь спас в подземном мире. Этот суккуб по имени Мэй Цзи увидела молодого темного эльфа и сказала: «Значит, это молодой городской лорд Шэдоу. Ты его знаешь?» Темный эльф Шэдоу ответил: «Этот человек — городской лорд с поверхности. Именно он спас меня в городе Никелла и позволил мне донести весть о подземном вторжении в чистилище. Хотя его настоящая личность нуждается в расследовании, я считаю, что вряд ли он шпион». Чутянь мог догадаться, что темный эльф не был простым персонажем, основываясь на его возрасте и силе, но Чутянь был немного удивлен, обнаружив, что этот темный эльф был сыном городского лорда города тьмы. Не шпион. Так что, если он не шпион? Недавно он привел группу демонов низкого класса, чтобы нарушить правила, действуя безрассудно. Исходя только из этого, мы не можем так легко его простить. Суккуб — мягкий вид, но не имела пощады. Также стоит упомянуть, что для людей, которые лгут мне, есть только одно окончание — смерть. Кто-то обманом забрал у этой женщины демона-леденец на палочке, когда ей было 3 года, вызывав психологические проблемы. Когда Чутянь хотел говорить, Шэдоу сначала сказал: «Мэй Цзи, хотя раса демонов, которую ты возглавляешь, является важной силой для города тьмы, все же мы, темные эльфы, правим городом тьмы. Ты не можешь случайно убить кого-то, кто может помочь нашему городу тьмы». Мэй Цзи улыбнулась.
Тогда скажите мне, какой может помочь городу тьмы? Этот человек не слаб, и у него много способностей, он редок во всем мире чистилища. Шэдоу сказал это и неожиданно сделал паузу. Руины дьявольских врат скоро откроются, нам нужны такие талантливые люди, чтобы исследовать их. Дополнительный человек означает больше вещей и больше шансов вылечить травмы моего отца. Ты действительно хочешь, чтобы он участвовал в исследовании руин? Мэйдзи неожиданно встала, на основании чего ты принимаешь подобное решение. Разные города имеют ограниченные квоты для изучения руин врат дьявола, но ты действительно хочешь отдать одну из этих квот постороннему человеку. Шэдоу не отступил вовсе. Этот человек позволил миллионам людей чистилища избежать катастрофы. Я думаю, что на основании его вклада в чистилище и в город тьмы он может участвовать. Не говоря уже о том, что он немного увеличит наши шансы на успех. Мы не знаем, насколько серьезны травмы отца, мы должны быстро найти высококачественную бессмертную траву 3-го уровня. Глава 538. Дуэль. Бессмертная трава 3-го уровня. Такой высокий уровень, этот запрос был слишком сложным. Бессмертную траву уже было трудно найти, не говоря уже о таком высоком уровне, но этот темный эльф по имени Шэдоу казался очень уверенным. Этот вид драгоценного сокровища должен быть в руинах, но все зависит от силы человека, смогут они его взять или нет. Только этого было достаточно, чтобы показать, что эти руины непросты. Чутянь был немного заинтересован в этом. Мэйдзи продолжала не соглашаться. Врата дьявола открывались только раз в несколько лет, и каждый раз это был редкий шанс. Руины дьявольских врат были общественным пространством, но только окружающие чистилищные города могли их исследовать, и у них было только 5-6 мест. Этот шанс был большой возможностью для всех, и если бы это место было отдано неизвестному человеку, разве это не было бы большой потерей для города тьмы? Самым важным было то, что, хотя Мэйдзи чувствовала, что человек не слаб, его совершенствование было только в 5-м слое истинного духа, недостаточно сильного, чтобы попасть в ее глаза. Каждый, кто шел к вратам дьявола, был экспертом чистилища. Они были, по крайней мере, в царстве преобразования души. У меня есть предложение. Чутянь счёл необходимым бороться за себя. Поскольку вице-лорд не верит в мои силы, как насчет того, чтобы один из участников сразился со мной? Мэйдзи показала ошеломленный взгляд. Сражение. Верно. Кто силен, а кто слаб, это будет ясно в одном бою. Чутянь выглядел очень расслабленно. Казалось, что это решение не так уж сложно для него. Если я выиграю, я помогу вам найти лекарство. Если я проиграю, вам не нужно тратить квоту на меня. Как насчет этого? Шэдоу слегка напряг лоб. Он был сосредоточен на способностях Чутяня, а не на его прямой боевой силе. Чутянь дал предложение о дуэли, это было ему не очень выгодно. Мэйджи кивнула, подумав: «Хорошо, я дам тебе шанс. Если ты выиграешь, ты можешь присоединиться к исследованию врат дьявола». Через несколько минут. В пурпурно-черном лавовом озере. Это была область города тьмы. Лавовое озеро не выделяло тепла, потому что энергия была заперта внутри, поэтому температуры не было вообще. Однако, если человек упадет в лаву, он растает, даже не оставив костей. На темном лавовом озере были маленькие и большие темные рифы, именно здесь Чутянь будет сражаться. Чутянь посмотрел на своего врага. Это был темный демон с большим телосложением. Возраст этой расы не был виден по их внешнему виду, но он мог сделать приблизительное предположение, основываясь на рогах этого демона. Из рога на голове темного демона можно было предположить, что ему уже 500 лет. Основываясь на ауре вокруг темного демона, он должен быть около пика 7-го уровня истинного духа. Это был настоящий культиватор преобразования души. Мэйдзи и Шэдоу наблюдали со стороны. Брови Шэдоу были сморщены еще крепче. В городе тьмы были две силы, одна из которых была темными эльфами, которые представляли темные расы и контролировали 2/3 власти в городе тьмы. Другой силой были демоны во главе с вице-лордом Мэйдзи. Этот командир темных демонов, сражавшийся с Чутянем, был одним из 2 сильнейших подчиненных Мэйдзи. Даже если бы Шэдоу сразился с ним, у него не было бы более 50% шансов на победу. Этот человек с поверхности был немного необычным, но его совершенствование было слишком слабым. Его совершенствование было слишком далеко от того, что было у командира темных демонов, не говоря уже о том, что люди были слабее демонов в бою, поэтому у него не было высоких шансов выиграть этот бой. Выражение Мэйдзи полностью отличалось от серьезного выражения Шэдоу, она выглядела так, словно смотрела пьесу. Маленький человек, случайно пришедший из поверхностного мира, может ли он действительно противостоять командиру темных демонов под ней? Это была просто разница между днем и ночью. Здесь нельзя терять время.
Мэй Цзи прямо заявила: «Закончи это за 10 ходов». Понял, вице-лорд. Большие демонические крылья командира темных демонов внезапно открылись. Чутянь даже не успел среагировать, пока окружающая его фиолетовая черная лава не превратилась в диких змей длиной в 10 метров. Они скручивались и полностью поглотили Чутяня. Он не мог даже принять ни одного удара. Тогда какой смысл имел этот бой? Командор темных демонов как раз подумал об этом, когда вдруг что-то почувствовал. Когда он поднял глаза, он обнаружил, что Чутянь увернулся от этой атаки и появился над ним. Мэй Цзи увидела весь процесс. Ее совершенствование в 9 слое истинного духа было не просто для показа, она выглядела с легким удивлением. Телепортация. Врожденная пространственная энергия. Хотя я не знаю происхождения этого человека. Шэдоу обнаружил, что Чутянь был быстрее и точнее в управлении пространством, чем раньше, но я могу подтвердить одну вещь: этот человек не просто обладает врожденной пространственной энергией, у него все еще есть больше навыков, чем вы можете себе представить. Командир темных демонов увидел, как Чутянь увернулся от его атаки, а на его свирепом лице появилась улыбка. «Будет весело, раз у тебя есть кое-какие навыки». Когда он говорил, руки командира темных демонов образовали древние и сложные печати, образовав из лавовых змей большую колонну, превратив эту большую колонну в дракона. Этот дракон из лавы и секретных техник темных демонов имел сильную разрушительную мощь и атаковал Чутяня. На этот раз Чутянь не увернулся. Он поднял руки словно в объятиях и бросился на этого ужасного гигантского дракона. В поисках смерти. Поскольку он искал смерти, была ли причина, чтобы проявить милосердие, этот гигантский дракон, содержащий ужасающую энергию, врезался в Чутяня, но появилась сцена, в которую трудно было поверить. Когда гигантский дракон из лавового потока ударил Чутяня, его голова превратилась в темные кристаллы, и этот темный кристалл продолжал рассеиваться. Это происходило от его головы до тела, и, наконец, темный дракон из лавового потока превратился в каменного дракона. Энергия поглощения. Мэй Цзи показала неверие. Глаза Чутяня были черными, но это был ненормальный цвет, их глубины не было видно, как будто они были черными дырами. Тело Чутяня было похоже на черную дыру, и когда он коснулся гигантского дракона, он сразу же проглотил всю энергию гигантского дракона в себя. Чутянь поднял кулак, покрытый ослепительным светом, и ударил им по голове дракона. Энергия дико излилась в каменного дракона, разбивая камень с головы до ног, прежде чем послать гигантский пурпурно-черный кулак командиру темных демонов. Хорошо. Командир темных демонов взревел и, наконец, выпустил свой источник духа и также отправил кулак. Два кулака столкнулись в центре озера лавы, мгновенно создавая волны на вершине фиолетового озера черной лавы, которые даже покрыли окружающие рифы. Чутянь проигнорировал волнующуюся лаву, и он прямо упал в лавовое озеро. Каждый его шаг создавал большую площадь камней, и каждый его шаг увеличивал силу энергии вокруг Чутяня. Когда он сделал 6-7 шагов, уже была большая каменная область. Энергия вокруг Чутяня была очень сильной, точно так же, как несколько сотен маленьких драконов, кружащихся вокруг него. Как будто они могли взорваться в любой момент. Командир темных демонов знал, что Чутянь обладает редкой способностью поглощения. Темная энергия могла поглотить все вещи, а врожденная энергия поглощения была своего рода врожденной темной энергией. Это была не врожденная элементальная энергия, но она имела шокирующий эффект. Чутянь собрал всю энергию, которую он поглотил, вокруг себя. Этой энергии немного боялся даже командир темных демонов. Он не мог тянуть дальше. Он должен был быстро закончить эту битву. Командир темных демонов не знал, в какие трюки будет играть этот парень, если ему будет дано достаточно времени, поэтому он решил больше не сдерживаться, выпуская свой исходный дух и технику совершенствования до своего пика. Тело командира темных демонов внезапно надулось, превратившись в гигантского черного демона высотой более 10 метров. Пуча. Ноги этого гигантского демона упали в лаву, но темная лава не могла ему навредить. Даже не задумываясь, гигантская фигура вылетела, словно стрела, и с невероятной скоростью бросилась на Чутяня. Энергия, которую поглотил Чутянь, уже достигла пика. Меч. Чутянь неожиданно протянул руку и схватил свой источник духа меча. Его ноги слегка согнулись, и он выпрыгнул, заставив всю закаменелую лаву разбиться. Из трещины выходило большое количество энергии лавы, и оно выглядело как извергающийся вулкан. Сила меча демонического бога полностью воспламенилась, мгновенно сформировав формацию меча. Страшная разрушительная сила могла создать ощущение, что она может расколоть небо. Когда окружающая энергия вошла в формацию меча, она увеличила ее силу. Аура спускавшегося гигантского меча была такой, как будто она могла расколоть саму землю. Здесь не было никаких трюков.
Это было просто столкновение, чистая борьба за власть. Этот гигантский черный меч упал на демона и мгновенно рассеял энергию вокруг демона. Страшная энергия поразила командира темных демонов, отправив его на несколько тысяч метров к утесу на краю лавового озера. В лавовом озере появился глубокий овраг, который держался целых 10 секунд. Победа! Чутянь победил. Эта атака была поистине потрясающей. Хотя атака Чутяня не была фатальной, командир темных демонов не смог бы восстановиться за короткий промежуток времени. Поэтому для этого приключения к вратам дьявола, независимо от того, желала того Мэйдзи или нет, был выбран Чутянь. Шэдоу потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Хотя я уже знал, что он не слаб, я никогда не думал, что он будет таким сильным. Мэйдзи, тебе нечего сейчас сказать, верно? Я держу свое слово. Поскольку он победил командира темных демонов, естественно, он имеет право участвовать. Мэйдзи чувствовала, что сила Чутяня была непростой, этот парень был слишком загадочным, но я прямо скажу уродливые слова. Поскольку он берет квоту из города тьмы, он должен внести свой вклад в город тьмы. Если он будет действовать исключительно ради собственной выгоды, я его не отпущу. Чутянь не был заперт, когда приехал в город тьмы, скорее ему предоставили возможность исследовать таинственные руины. Это действительно была какая-то невероятная удача. Глава 539. Перемена с вратами дьявола. В темном зале собрались те, кто готовился исследовать врата дьявола. Кроме Мэйдзи, Шэдоу и Чутяня, там был старый темный эльф и очень медленный на вид каменный демон. Мэйдзи, прежде чем отправиться в путь, проинструктировала: городской лорд серьезно ранен, поэтому он не может участвовать. Мы окажемся в невыгодном положении у врат дьявола, поэтому двигайтесь осторожно. Это исследование не просто шанс для каждого из вас, он связан с нашим городом тьмы. Да, вице-лорд. Человек, ты ничего не знаешь о вратах дьявола. Возьми эти вещи и прочитай как можно больше. Возможность изучить врата дьявола в этот раз — большая честь для тебя, я надеюсь, что ты не упустишь этот шанс. Отношение этой демонши очень плохое, с характером Чутяня он бы уже послал пощечину этому очаровательному лицу. Тем не менее, Чутянь получил бесплатную квоту, поэтому она не ошибалась, хотя это и звучало раздражающе. Опыт врат дьявола был очень ценным, и у Чутяня не было привычки драться с девушками, и при этом у него не было шансов на победу, поэтому он не собирался спорить с этой демонической девушкой. 5000 стражей темных эльфов и 5000 стражей темных демонов немедленно отправятся в долину врат дьявола. Мэйдзи все спланировала. После того, как мы покинем город, город тьмы будет полностью опечатан. Ворота будут на самой высокой обороне, чтобы избежать каких-либо неприятностей. Если случится что-то, что мы не планировали, первое, что нужно сделать, это вызвать городского лорда из запечатанной комнаты. Понял. Мэйдзи испускала свое очарование, но она была очень практичным человеком. В этих вопросах она была как министр финансов чудесного города Деларес. Чутянь не видел городского лорда после прибытия в город тьмы, но с Мэйдзи, управляющий здесь, город тьмы был в хорошем состоянии. Отправляемся. 5000 темных эльфов и 5000 темных демонов, в общей сложности 10 000 элит города тьмы и суккуб Мэйдзи лично руководили ими. Они, наконец, отправились к вратам дьявола. Чутянь просмотрел материалы, которые Мэйдзи оставила ему, и увидел, что были не одни врата дьявола. У каждой области чистилища были свои врата дьявола, и большинство из них были закрыты. Только тогда, когда была возможность и сотрудничество, можно было бы их открыть. Врата дьявола собрали вещи, оставленные после древней эпохи, а сами врата дьявола были установлены на богатой земле древней эпохи. Поэтому там было много сокровищ, многие из которых были травами бессмертного ранга. Чутянь просмотрел записи. 160 лет назад был последний раз, когда были открыты врата дьявола. Город тьмы участвовал тогда. Всего один город получил несколько великих сокровищ древней эпохи, а также 9 бессмертных трав. Никто не знал, откуда взялись врата дьявола, и никто не знал, какое значение имеют врата дьявола. Некоторые люди говорили, что врата дьявола были фермой сильной расы древней эпохи, в то время как другие думали, что в воротах дьявола скрыт огромный секрет, который может быть даже связан с причиной образования чистилищного мира. Неважно, в чем причина. Ворота дьявола были равны сокровищнице, поэтому они были очень важным местом для чистилищного мира. Чутянь проглотил полный рот слюны. Это было действительно чертовски хорошее место, но с описанием врат дьявола он кое-что вспомнил и сделал предположение в отношении этих врат дьявола. Эти дьявольские врата не были бы, когда Чутянь задумался об этом с нахмурившимися бровями, Мэйдзи впереди, возглавляя команду, внезапно сказала: «Мы здесь». Чутянь увидел несравненно большое энергетическое поле, которое покрывало территорию в несколько миль.
он даже мог ясно видеть, что оно стоит в 100 милях от него. Этим барьером должны быть так называемые врата дьявола, верно? Чутянь внимательно наблюдал, чтобы обнаружить, что барьер не был создан естественным путем и представлял собой гигантскую конструкцию, состоящую из нескольких сотен вулканов вокруг него с духовными жилами между ними. Очень непросто. Даже если бы Чутянь лично сделал это, потребовалось бы немало усилий, чтобы создать такой большой массив. Использование такого большого количества ресурсов для создания большого массива было не очень сложным делом. Ключевым моментом этого было то, что он использовался не как защита, а как своего рода печать. Другими словами, этот набор был создан в чистилище не для того, чтобы помешать людям чистилища войти в него, а для предотвращения выхода того, что внутри. В чистилищном мире было много врат дьявола. Различные дьявольские врата образовали еще один большой массив по чистилищному миру. Сколько духовной энергии и сущности было необходимо для такого большого массива, сколько материалов и энергии было нужно. У Чутяня были свои идеи, но говорить о них было неудобно. «Ха, город тьмы, вы пришли довольно поздно». Мэй Цзи привела команду в долину врат дьявола, и там уже были команды из нескольких чистилищных городов. Тот, кто говорил, был пламенный демон. Пламенные демоны были демонами высокого уровня и редкими наполовину стихийными демонами. Они использовали пламя как плоть, а лаву как кровь и, естественно, обладая мощной разрушительной силой. Это вице-лорд пламенного города Килдан. Шэдоу представил Чутяню, пламенный город, один из самых сильных городов в чистилище. Сила этого Килдана неизмеримо глубока, я считаю, что она даже выше, чем у Мэйцзи. Город тьмы пришел сюда нерешительно. Тот, кто говорил в этот раз, был демоном с другой стороны. Он был окружен густым туманом, который смущал 5 чувств, из-за чего люди не могли его ясно видеть. Как будто он всегда был покрыт таинственным слоем теней. Городского лорда темного города здесь нет, может быть, и его раны еще не восстановились. Вице-лорд города теней — теневой демон Зорро. Теневые демоны были также расой высококлассных демонов, обладающих непредсказуемой мощной силой. Они были самыми страшными убийцами в мире чистилища. Чутянь осмотрел другие города и обнаружил, что кроме пламенных демонов, теневых демонов и других подобных демонов, были также темные великаны, темные духовные звери и другие темные расы. Это можно считать сбором лучших рас чистилищного мира. Мэйцзи ответила на вопрос теневого демона Зорро и спокойно и очаровательно улыбнулась. «Большое спасибо за ваши заботы. Раны городского лорда уже лучше, им нужно всего несколько дней, чтобы выздороветь, поэтому он не пришел участвовать. Однако, говоря об этом, ваши городские лорды тоже, похоже, не пришли, не так ли?» Ха. Пламенный демон Килдан дико рассмеялся смехом, который, казалось, сотрясал сами горы и мог вызвать поток лавы. «Если городской лорд города тьмы не придет, наш городской лорд не станет пользоваться вами. Наши города контролируют восточную область чистилищного мира, поэтому если вы страдаете, то мы все страдаем. Мы не воспользуемся вашим городом тьмы». Теневой демон Зорро был более мрачным и сдержанным по сравнению со взрывоопасным Килданом. Хотя его голос не был громким, он все еще доходил до ушей. У нашего городского лорда есть другие дела, поэтому он согласился не участвовать в этом приключении. Мэйцзи сомкнула брови. Эмоции были просто шуткой в чистилищном мире. Врата дьявола открывались только раз в несколько сотен лет, и несколько городских лордов не могли отказаться от них одновременно. Что они планировали? Но прежде, чем Мэйцзи успела обдумать это, темный гигант был удивлен, обнаружив Чутяня в команде города тьмы, и это было все равно, что найти новый континент. Разве это не легендарный человек из поверхностного мира? Когда в вашем городе тьмы даже появились люди? Мэйцзи неохотно представила. Это искатель приключений с поверхности, и в настоящее время он гость нашего города. Поскольку наш городской лорд не мог участвовать, мы пригласили его заполнить пробел в количестве. Заполнить пробел в количестве. Ха, в городе тьмы не хватает людей. Вы действительно нашли человека, чтобы заполнить пробел в количестве. Эти обитатели чистилища не скрывали своего презрения и даже бессовестно смеялись. Те, кто участвовал в приключении врат дьявола, все были в царстве преобразования души, только Чутянь был в 5-м слое истинного духа, так как же они могли не презирать его? Мэйцзи была слишком ленива, чтобы объяснить то, что она не хотела объяснять. Она лично была свидетелем силы Чутяня, и хотя его база совершенствования была невысокой, его боевая сила была довольно высокой. Более того, казалось, что он что-то скрывает. Чем больше эти люди смотрят на него свысока, тем больше они будут удивлены, когда наступит критический момент. Не тратьте время. Темный духовный зверь вышел. Эта раса выглядела как смесь тигра и волка, и она была намного больше, чем обычные духовные звери.
Они не были похожи на духовных зверей на континенте, и, возможно, это была особая раса темных духов в чистилищном мире. Барьер врат дьявола достиг своей самой слабой точки, и сейчас это лучший шанс для нас открыть его. Все пришли сюда не для общения. Килден посмотрел на Мэйцзи. Тогда давайте начнем. Не теряя ни слова, все вице-лорды или городские лорды вытащили древнюю каменную плиту. Когда пластины соединились, они образовали диск. Все начали петь вместе. Мощная энергия пришла от древнего каменного диска. Каменная плита пролила сильный световой луч на барьер врат дьявола, и, подобно первому удару снега, постепенно разрушалась, пока не образовала большое отверстие. Мэйцзи показал взволнованность и радость. Врата дьявола были гладко открыты. Это исследование было важно не только для города тьмы, но и для самой Мэйцзи. Если бы она смогла найти несколько эффективных бессмертных трав, то не только бы исцелила раны городского лорда, но и, наконец, смогла бы найти место для улучшения своей застойной базы совершенствования. Чутянь обнаружил, что внутренняя часть врат дьявола кажется совершенно новым миром. Даже не входя в него, Чутянь чувствовал, как выходит духовная энергия. Врата дьявола собрали духовные вены и вулканы чистилищного мира. Это была очень редкая замкнутая среда, для нее было не странно разводить бессмертные травы. Теперь, когда дверь открыта, не пора ли войти? Врата дьявола уже открыты. Было ясно, что не только Чутянь был нетерпелив, Мэйцзи пронеслась над остальными и сказала: «Почему мы не идем?» Маленькая лиса вдруг что-то почувствовала, и тот, кто спал на плече Чутяня так долго, внезапно несколько раз крикнул: «Что ты сказал?» Разум Чутяня был связан с маленькой лисой. Когда маленькая лиса что-то почувствовала, естественно, она передала бы это Чутяню. Это убийственное намерение. Ха, без спешки, без спешки. Килден глубоко рассмеялся. У нас есть важная вещь, о которой нужно позаботиться в первую очередь. Мэйцзи была немного удивлена. Что это? Врата дьявола были открыты, поэтому люди города тьмы не имеют никакой дальнейшей ценности. Пламенный демон Килден только что смеялся минуту назад, но теперь он был полон решимости убить. Теперь вы все можете умереть. Мэйцзи поняла, что ситуация плохая, и внезапно ее тело задрожало. Черный клинок был тихо вставлен в ее грудь, точно проникая в ее сердце. Глава 540. Спасение от опасности. Мэйцзи, независимо от того, что была на пике 8-го слоя истинного духа, и даже почти сделала шаг в 9-й слой истинного духа. Такая сила уже считалась первоклассной в мире чистилища. Суккубы не были сильны в ближних боях, но их сильная духовная энергия и божественное чувство давали им инстинкт, чтобы они могли чувствовать, когда приближается опасность. Мэйцзи была полна страха, всегда тайно обращая на них внимание, но она никогда не думала, что найдутся люди, которые тайно нападут на лидера во время этой ситуации. Зорро использовал все свои способности проклятия, чтобы заставить Мэйцзи потерять контроль над своей духовной энергией. Она не могла собрать силы, она могла только наблюдать, как исчезала ее жизненная энергия. «Зорро, ты». Мэйцзи знала, кто осмелился атаковать после того, как она получила атаку. Из присутствующих экспертов, хотя Килден имел высокий уровень совершенствования, у него не было такой способности убивать. Только вице-лорд Теневого города, теневой демон Зорро, мог сделать это. В это время Зорро появился позади Мэйцзи без звука. В руке у него был пепельно-серый кинжал, покрытый рунами, которые постепенно углублялись. Вокруг самого клинка была сильная аура смерти. «Разве ты не хотела узнать, где были наши городские лорды?» Голос Зорро был ледяной без каких-либо эмоций. «Я расскажу тебе сейчас. Когда вы все прибыли сюда, город тьмы уже был окружен. Наши городские лорды работают вместе, так что вам пришел конец, полный конец. Черт, почему ты это делаешь? Нет никаких причин для убийств в чистилище. Великое искусство теневого очарования». Мэйцзи превратилась в бесчисленных призраков, мгновенно отделяющихся от Зорро и плавно убегающих от острия клинка Зорро. В это время другие люди отреагировали. Каменный демон разразился сердитым ревом, когда пара больших кулаков вылетела. Каменный демон не был слабым, и Зорро не хотел его брать, поэтому он быстро отскочил. Он также не забыл послать дальнюю атаку, которая заставила каменного демона отступить на несколько шагов назад. Но защита каменного демона была очень высока, поэтому он не получил тяжелых травм. Шэдоу выпустил свой исходный дух и послал стрелу без звука. Он ударил Зорро в грудь и превратил его в иллюзию в воздухе. Было ясно, что он уклонился благодаря какой-то секретной технике. Армия города тьмы видела это и уже подготовила оружие. Пламенный демон Килден взревел со смеху. «Вы хотите противостоять нам?»
Убейте их. Пламенные демоны, теневые демоны и другие различные демоны и темные расы из других городов вышли вперед и окружили группу из города тьмы. Мэйцзи появилась менее чем в 100 метрах и выплюнула большой глоток крови. Ее грудь была полностью пронизана. Сердце было очень важным местом для демонов. Один удар означает, что ты уже мертв. Теневой демон Зорро был не слабее Мэйцзи. С внезапной атакой и ударом кинжала, наполненного энергией смерти, падающего на жизненно важную область Мэйцзи, именно поэтому он не спешил следовать за ней. Как и ожидалось. Мэйцзи тяжело дышала и выглядела особенно слабой, даже не имея возможности больше бежать. Войска города тьмы, окруженные несколькими городами, не могли долго продержаться и даже потеряли все шансы на побег. Те, кто сдастся, не будут убиты. Килдан зарычал: в противном случае вы все будете убиты. Мэйцзи показала сердитый и взволнованный взгляд. Ее глаза наполнились рябью, когда сильная духовная энергия покрыла Зорро. Зорро не думал, что Мэйцзи все еще способна сопротивляться, и когда он был охвачен духовной энергией, он сразу же потерял контроль над своим телом. Упорное сопротивление не имеет никакого смысла. Килдан послал кулак, и появился огненный дракон с ужасающей энергией. Каменный демон охранял перед Мэйцзи, используя свою мощную защиту, чтобы блокировать ужасающую разрушительную мощь пламенного демона. Хонг. Дикая энергия вырвалась вперед. Каменное тело каменного демона взорвалось, образовав большую дыру, и Мэйцзи была поражена ударной волной. В ее ослабленном состоянии ее духовная энергетическая атака была прекращена. Теневой демон Зорро исчез в тот момент, когда он пришел в себя. Другой эксперт темного города, старый темный эльф, увидел это и выпустил духовный источник в форме глазного яблока. Его духовный источник мог видеть сквозь скрытые объекты, поэтому он противостоял способности Зорро. Люди никогда бы не подумали об этом. Зорро появился прямо перед этим темным эльфом, и его темный клинок двигался с невероятной скоростью, когда он отрезал голову старому темному эльфу. Нет. Шэдоу выстрелил стрелу с сердитым ревом, но он не смог поразить Зорро. Другой каменный демон провел несколько раундов с Килданом на стороне. Килдан достиг высокого 9 уровня истинного духа, и с точки зрения просто совершенствования он был даже сильнее, чем Мэйцзи. Более того, всем известно, насколько властной была его техника совершенствования. После нескольких мощных атак тело каменного демона начало разрушаться. Хаос. Это был полный хаос. Эксперты двух городов брали вверх. Шэдоу был тяжело ранен, сражаясь с экспертом противоположной стороны. Мэйцзи была уже на грани смерти, а два других эксперта уже пали. Моральный дух элиты города тьмы упал. Они знали, что не было никакой возможности переломить ситуацию, и борьба была просто тупиком, поэтому у всех была мысль сдаться. Чутянь был самым слабым и был иностранной расой, поэтому другие не были сосредоточены на нем, но все, кто его атаковал, были экспертами преобразования души в других городах. Боевая сила Чутяня была хорошей, и он был уверен, сражаясь 1 на 1, но теперь, когда его окружили, даже он чувствовал, что это немного напрягает. Он никогда не думал, что такая чёртова вещь случится. Они на ровном месте начали сражаться, мир чистилища был действительно миром, который он не мог понять. Вжух. Мимо мелькнула тень. Теневой демон совершил скрытую атаку. Это была мощная секретная техника расы теневых демонов. У теневых демонов была очень сильная техника скрытности, которая могла даже избежать божественного чувства. Конечно, благодаря божественному чувству области видения Чутяня, когда враг приблизился, он все еще мог отслеживать его движение. Светло-зеленое свечение было направлено на его жизненную точку, Чутянь внезапно контратаковал. Свечение клинка раскололось на великолепный свет, почти разбив бессмертное тело звездного света Чутяня. Чутянь был в ярости, эти ублюдки, они тоже хотят убить этого отца. Эксперт города теней отправил вторую атаку после того, как завершил первую. Глаза Чутяня превратились в глубокие черные дыры. Когда теневой демон, который мог даже проникнуть в защитную технику культиватора преобразования души, напал на него, он вообще не имел никакого воздействия на Чутяня. Когда он вступил в контакт, большая часть энергии была поглощена Чутянем, а оставшаяся энергия была рассеяна слоем звездного света. Что? Теневой демон этого не ожидал. Когда он отреагировал, Чутянь уже поднял меч демонического бога, и его тело было покрыто мощной разрушительной силой. Эта атака даже не пощекотала меня. Я дам тебе посмотреть, что называется настоящей атакой. Чутянь разрезал тело другой стороны пополам, а сломанный труп улетел за сотню метров. Эта иностранная раса была на самом деле такой сильной. Другие смотрели на Чутяня в оцепенении. Килдан, Зорро и другие горожане заметили это. В то время как все были ошеломлены, глаза Чутяня побелели,
а руки выпустили пространственную рябь. Он схватил Мэйдзи и Шэдоу, покрывая их пространственной энергией и телепортируя их к себе. Врожденная пространственная энергия. Какая мощная способность управления, глаза Чутеня стали зелеными, а духовная энергия продолжала превращаться в жизненную энергию, вырываясь из его рук на них двоих. Травмы Шэдоу были мгновенно исцелены, и большая часть сердца Мэйдзи восстановилась, мгновенно вытащив ее из опасности. Врожденная жизненная энергия. Такая сильная целительная способность, темный духовный зверь был ближе всего к Чутяню, и его реакция была довольно быстрой. Он взорвался с шокирующей скоростью, бросаясь на Чутеня. «Попробуй». Чутянь осмотрелся, и его тело было покрыто пламенем, превращаясь в щит. Темный духовный зверь попал в пламя и вдруг издал жалкий вопль. Он упал на землю, покрытый синим и белым пламенем. Трудно было защититься от этого странного пламени даже с его базой совершенствования. Чутянь взорвался и послал большой поток пламени. Темный гигант быстро закричал: «Не прикасайтесь к пламени!». Духовная энергия Чутяня была почти исчерпана. Не говоря уже о том, чтобы нести двух человек, ему было даже невозможно убежать из этой тщательно охраняемой долины. Поэтому у Чутяня не было способа сбежать, вместо этого он использовал оставшуюся духовную энергию, чтобы телепортировать их во врата дьявола. Не дайте ему сбежать. Когда все оправились от шока и хотели атаковать, Чутянь был на шаг впереди них, мгновенно исчезая без следа. Что здесь происходит? Пламенный демон Килдан взорвался от ярости. Куда делось это отродье? Не волнуйся, их осталось только 3. Они сбежали во врата дьявола, другого выхода нет. Наши армии охраняют этот вход, поэтому они не смогут сбежать, даже если у них вырастут крылья. Зорро совсем не волновался. Город тьмы сейчас окружен, они неизбежно падут. Верно. Какие проблемы могут создать эти люди? Килдан не хотел отпускать их. Им так легко сбежать. Их совершенствование невелико, и сражения должны были поглотить большую часть их сил. 2 парней из города тьмы тяжело ранены, поэтому мы должны немедленно войти и позаботиться о них. Хорошо. Все остальные кивнули. Темный духовный зверь с обожженным черным телом встал. Пламя Чутяня было невозможно блокировать нормальным людям, но этот зверь не умер, даже будучи сожженным пламенем мира пустоты, а только получил серьезные ранения. Он не был простым, просто основываясь на этом, он действительно стоил того, чтобы быть на уровне городского лорда. Килдан, Зорро, темный великан и лидеры темных рас — все они привели нескольких экспертов преобразования души. Как они могли потерпеть неудачу, преследуя ослабленного Чутяня со всеми этими людьми? Это было почти невозможно, они должны были исследовать врата дьявола, и если они могли бы уничтожить рыбу, которая сбежала из сети, то почему бы и нет? Килдан повел экспертов во врата дьявола, и армии охраняли долину врат дьявола. Пока появится Чутянь, его немедленно окружат. I won't lose to you! This is the end.